Здравствуйте, ребята! Всем привет! Как говорится, доброго времени суток. У нас на наших часах час 19. Посмотрели фильм на ВК Play и решили, кстати, залететь. Значит, у Булыча появился интересный проект. Не так часто, к сожалению, его смотрим, но если Булыч не против, я думаю, он не будет против. Здоровый мужик. Очень интересно. Интересно посмотреть про Getter. Начну с самой основы и вот этой вот основной вот истории. Если зашло, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ссылочку на Булкина оставил внизу в описании, заходите, тоже вместе посмотрим. Да, и привет ему от меня, конечно же, большой. Кстати, надо проверить. Опа! Колокольчик, все на месте. Все, поехали. В этом видеоролике нет рекламы, поэтому просто посмотрите моего кота. Ладно, наебал. Подпишитесь на Лехин телеграм-канал Hard Insight. Там все самые интересные инсайды со съемок. И просто Леха рассказывает там про свою личную жизнь. Что происходит? А также туда попадает контент, который запрещено выкладывать на ютубе из-за авторских прав или других ограничений. Много, кстати, подобных видосов лично я монтировал. И иногда даже тратил больше 10 часов на создание 30-секундного видео. Кому интересно, я оставлю все ссылки в описании. Погнали смотреть. Ребята сказали, что он купил готовый. Но это опасно. Вот она, родная. Родная. На месте. Не, ностальгия. Ой, хорошая. Света будет. Опа! Света появилась. Ну, цвет это классика, классика. Хорошая, да, сама машинка была? Друзья, я рад всех приветствовать, с вами Булкин. Добро пожаловать на канал Булкин Драйв. Эта восьмерка в моем владении уже больше 10 лет. И 10 лет назад, когда я участвовал в различных ралли-спринтах на этой тачке, для меня было пределом мечтаний любой автомобиль с мощностью выше 200-250 сил. Это было что-то из разряда фантастики. Но благодаря судьбе, благодаря вам, дорогие зрители, так получилось, что за эти 10 лет я сумел протестировать, повладеть очень многими интересными, быстрыми автомобилями. И, конечно же, все это время все вам показывал, рассказывал, чему-то учил, что-то новое вы узнавали от меня. И вот в этом году я поставил себе новую цель, что к 1 июня 2023 года я должен купить самую мощную и самую быструю тачку из всех, которые когда-либо у меня были. И я это сделал. Ну а мы, друзья, находимся за штурвалом 1020-сильный Tesla Plaid. Я провожу пальчиком, накидываю ремешочек. Ну вот ты сейчас серьезно. Ты сейчас серьезно подумал? Так, подожди, сейчас, одну секундочку. Ну, ребят, ну вы же прекрасно меня знаете. Вы же прекрасно знаете, что в моей
Блин, охеренно выглядит. Не знаю, мне очень нравится плейт. Мне очень нравится, по-моему, S Тесла. Вот эти две Теслы мне очень нравятся. Вот, наверное, ближе все-таки к плейду я склоняюсь. Так, я посматриваю. Хороший аппарат, но, к сожалению, у меня нет возможности пощупать ее, нет возможности посмотреть эту машину. И нет возможности, так скажем, ее получше там вот потрогать, там изучить плюсы, минусы. Нет, ну если... Бля, сейчас опять начнется все как всегда. 7 лет уже одно и то же. Нет, если бы, конечно, Булыч сказал: Леха, а приезжай ко мне в Питер. Я тебя прокачу. Даже без камер, там без всего. Просто прокачу. Да, было бы, конечно, хорошо. Я-то максимум на 612 сильной, да, машинке катался. Ну да. Ах, да, вот если бы. Эй, крови течет бензин. Электрички оставим на потом. А я же, в свою очередь, приобрел тачку, которая у меня уже была 6 лет назад. Друзья, я просто предлагаю переместиться в первый день, в день покупки, и пережить все эмоции с самого начала. Спасибо. Блин, 6 лет. 6 лет, и я вернулся, ребята. Ребят. Ну, подустала, конечно, машина за 6 лет, 100%. Я уверен. Да, я вновь купил Nissan GTR. Не знаю, все равно он мне нравится. Геттер вот для меня всегда был какой-то, знаете, чем-то таким вот, где-то там вот в облаках. То есть я о нем мечтал много лет назад, еще, наверное, да, я даже начинал, наверное, блогерскую деятельность, и то не факт. Короче, очень давно. И вот почему-то вот как-то всегда в ее сторону смотрел, но когда мне не хватало денег. Салон там самый обычный, но эти машины немного про другое. Эти тачки, они не про салоны, как и другие, там, допустим, есть американцы, да, там и так далее, и тому подобное. Вот, так что как-то так. Это чуть-чуть другой мир, давайте вот так вот скажем. Уши закладывает нахуй просто. Сейчас мы только что рассчитались с владельцем, он уехал. Ситуация следующая. Машина из коллекции, ну я об этом в видосе кучу раз скажу, с минимальным пробегом. Вот даже видно, что она в пыли как бы стояла в гараже. Она без учета, поэтому я на самом деле отсюда ехать сейчас не могу. Вот. И мы сейчас делаем все по-правильному. Короче, чтобы прям вообще моя максимально первая реакция, мы сейчас едем в МРЭО. Я ставлю на учет, я уже знаю, какие номера я поставлю. Так, подожди, ты понимаешь? Подожди. Эта машина, правильно в чате написали, это конструктор для взрослых дяденек. Вот это, наверное, правильно будет. Это такой, знаете, лего для взрослых, да, вот это вот, сделай сам. Да, а уже кто что сделает, это уже у кого, как говорится, насколько бабосиков хватит и выдумки. Так что, да. Подожди, на эвакуаторе она поедет? На эвакуаторе, да, мы ее сейчас погрузим. Ребята, это будет самый веселый выезд, потому что снег только усиливается, сука, в мае снег. Давайте хотя бы это, первый раз присяду. У меня когда такие моменты, у меня просто мысли в кучу, друзья, простите, если что, просто хочется все рассказать, показать. Ой-ой-ой, крутилочки эти. Сейчас. Да, точно. Да, вот эти мы... Блин! 6 лет назад! А просто стояла? Прям вот тут находился. Только немножко был другой салон, карбона не было. Здесь с красными вставками, у меня полностью черный был салон. Так, что, первый запуск сделаем сейчас давай, хотя бы? Давай. Мой первый запуск. Здесь есть один нюанс. Так как тачка тут тюнинга выше крыши, короче, у нас большой насос, и его нужно... Так, сначала оп. Сейчас он чуть-чуть поднакачает. И вот теперь уже... Я просто не верю, блядь. Я не верю, что я слышу вновь этот звук, и что я вижу вот это вот все. Я никогда бы не подумал, что я вернусь. И я на самом деле очень счастлив, ребят. Я очень счастлив. Короче, сейчас мы ждем эвакуатор, грузим тачку, едем в МРЭО, ставим на учет, возвращаемся сюда, магия монтажа. Вот там еще мойка есть, кстати. Давайте, короче, сделаем так, чтобы мы его выгрузим там прям.
ополоснем, я аккуратненько сюда доеду, прям на нейтралочке, хотел сказать, ну, на драйве докачусь, и отсюда повесим камеры и прям первый выезд. Да. И еще у нас сегодня снег идет в мае. Сегодня, друзья, погода вот для этой резины прям. Вот прям 1200 сил и вот эта резина, вот она. Короче, я чувствую, по-боевому у нас сегодня не получится, потому что на той надо ездить в теплую погоду и в сухую. Но сегодня, видимо, все идет немножко не по плану. Ребята, у меня ГТР, блядь! Охуеть! Охуеть, 1200 сил, самая быстрая машина из всех, которая у меня когда-либо была в моей жизни. Мы это сделали, пацаны. Причем сделали это... Я не представляю, на косарь 200 сколько двигателей ходят. Блять, там же, наверное, ресурс сокращается. Я даже не представляю, до каких вообще пределов он сокращается. Мне кажется, это прям несколько, может быть, десятков тысяч километров, может быть, даже меньше. Я, к сожалению, в этом не спец, но факт остается фактом. Раньше даже. Но выпустили видос 1 июня. Да, если что, все это происходит в мае. Вот, но 1 июня вы это смотрите. Надеюсь, прямо сейчас прожимаете свой царский лайк. Прожал. Все, ждем эвакуатор, грузимся, ставим на учет. И магия монтажа. Давай как-нибудь переход придумаем. Давай, короче, я подпрыгну и приземлюсь уже с номерами. Ну, наверное, в другом месте. Готов? Да. Примерно запомнил, да? Ага. Давай. Раз, два, три. Оба! Вот это переход. Пацаны, ну все, теперь просто вот максимально Ковка и масло максимально меняешь. подходящий Ну, номер. Как понятно, это знал, 2 расходники. года назад купил этот номер, но это реально полнейшее. вообще. 2 года назад? Ну. Уже 2 года прошло? 1,5. А, ебать, в натуре. Не, ну 1,5 еще. Не, ну все равно почти, ну осенью будет 2 года. Ну ладно, разобрались. 1,5, ладно, 1,5. Я чуть преувеличил. Он сделал? Ситуация, снег немножко закончился. Уже Подожди, что? В наушниках какой-то шум, наверное. Случайно достался. Случайно. темнеет, но мы должны снять первую мою реакцию, первый выезд. Ярик сейчас посмотрел, он впервые увидел полуслик. У меня Геттер тоже был на полуслик. Недоверчиво вообще никак. Он такой, у тебя что, резина Это на носу? новая резина. И еще, друзья, важный момент. Перед тем, как произведена была покупка, я очень долго общался с владельцем, мы обсуждали цену. Хороший номер, Он да. полностью обслужил автомобиль. Машина полностью обслужена, готова к сезону. Все жидкости, хуиткости, фильтры, фильтра, все, короче, поменено. Машина готова для того, чтобы А номера нельзя покупать? ебашить. Единственное, нужно, чтобы был готов я. Я не понимаю, о чем сейчас было сказано. Вот, я вроде готов, но руки у меня трясутся сегодня с самого утра. Я ждал этого дня, черт возьми, хер пойми, сколько времени. Да, у меня тоже, поэтому я передам штурвал Ярославу. Я не знаю, мне случайно достались. Держите, вот, храните это как... это, Давай, да. давай. Нам сейчас предстоит первый выезд. Угу. Давай пожмем руки. Давай. Я запинаюсь, ребят, ну реальные эмоции. Вы простите, там, неподготовленного текста. Я вам Что вообще номера дают? Что вообще? Кто в наше время покупает номера? Камон. по ходу видоса более подробно расскажу про тачку. Сравню его со своим ГТРом, но это просто космос. То есть, типа, вот это вот, представьте, вот это вот космический спутник, а мой ГТР А у тебя какие номера? Обычные. Ну, если я приехал, и мне случайно попались М-ки зеркала на 50-м регионе, это не значит, что я их купил. Случайно. Я пришел, встал, главное, рано с утра. Приехал на другой конец, не буду говорить куда. Мне говорят, представляете, ваша очередь. Я говорю, да ладно. Выхожу, я говорю, о, это что, мне? Он говорит, да. Спасибо. Конец истории. в 2015 году. Это такая, ну, максимум. Ну, Это такой максимум. начинающий вариант такой, знаешь. Максимум, это, знаешь, Я не понимаю, о чем вы. вот по высоте, ну, Бурдж-Халифу можно взять. Мгм. То есть, вот, ну, как понимаешь, да, где спутник летает, и где Бурдж-Халиф. То есть, вот это космос. 1200 лошадиных сил. Доминик, спасибо. Давай. Ага, до вечера. Да. Давайте. Вы, Сань, аккуратней, пожалуйста. Аккуратность Машина очень максимальная. мощная, Доминик, опасная. пожалуйста. Ты все видишь, ты все знаешь. Я пока еще ничего не вижу, не знаю, вообще не представляю, как это едет. Я что-то не верю вообще сейчас своим глазам, вообще ничего не понимаю. Так, все, тачка на учете, тачка на мне, тачка моя, ёба народ. Вот просто сразу возьмите во внимание, у этой машины пробег 15 тысяч километров, на тюнинге она проехала 3000 километров. Она большее время просто ночевала на паркинге, зимовала, и вообще на ней не катались, потому что у хозяина очень много автомобилей, и в свое время он вбухал в нее 150 тысяч долларов. И, чтобы вы понимали, по текущему курсу это вот столько. Да.
Чего? Это... Я, наверное, просто не шарю за тюнинг. Как трактор. Ковка, хуевка, все усилено, что можно, все сделано очень надежно. Так, брат. Ну, я уже сейчас выезжал здесь, вот, заезжал на мойку, и с мойки больше я не ездил. У нас пробка. Что? Покатались так. Ну, пока все нормально, пока как бы тут немножечко на прогреве. Ничего не предвещало Брат, беды. знаешь, вот так вот делаем. Ой-ой-ой, пальчик рабочий. Ладно, это хуйня. Это сейчас точно хуёво закончится. У нас плюс 3, по-моему, градуса. Типа режимы подвески. Да, это мотора. стабилизация. Не, вот это не надо третью. Сань. Ладно. Брат, хочешь прикол? Ты же, наверное, не знаешь? Ебать, что? Ты не знал? Нахуя консоль держать с собой? Кого, блядь? Да, прикольно. Блин, на самом деле много приколов. И все такое родное, на самом деле, реально. Короче, давайте, чтобы это, все-таки мы первые эмоции хотим снять прежде всего там от какого-то хотя бы нажатия на газ. Сейчас мы проедем пробку и продолжим, потому что я сейчас начну рассказывать то, что я и так буду рассказывать. Не надо. Что это Вы всю было? информацию и так по ходу Это во всех видоса геттерах так или это кастомно Так, ты что, сделано? ты готов? Ой, блядь. Она не цепляется. Она буксует. Короче, вообще не поехали. Конечно, Мы не 3 поехали, градуса. потому что это знаешь, сколько было? Вот настолько, блядь. Я пока ничего не понимаю. Она душит, блядь, она душит нахуй. Ебать звуки, пиздец. Ракету, что ли, поставили, я не пойму. Что это такое? Это я не понимаю, Саня. Предупреждение, перегрев муфты, 4 ВД. Что? Остановитесь и подождите, пока лампа не погаснет. У нас полный привод отъебнул. Это ГТР, брат. Первый выезд, друзья. Я вновь Добрый ГТР вечер. вот. О, все, прошло. Что? Можно ебашить заново? Самое главное, про что я буду всегда говорить, друзья. Чтобы вы понимали. На ГТР больше всего боится скольжений и стыков. При каждом стыке нужно сбрасывать газ. Если я на газу подпрыгну, даже чуть-чуть нарвусь колесами, провернется он нахуй просто. Надежность. Это прям вот, ну надо помнить. Но это прям Меня закололо надо всё. очень аккуратно. Подожди, я пока ничего не понимаю. Так, давай... Что за звук у машины? Как реактивный двигатель. Сейчас надо куда-то это самое. Ага. Сейчас мы чуть поколдуем, разберемся, друзья. Первые Слушайте. эмоции примерно такие. Звуков посторонних до хрена. Все, ладно, сейчас разберемся и вернемся. Вы слышите? Ребята, кто бы мог подумать даже, например, зимой, что я стану к лету владельцем ГТР, да еще и во второй раз. Он очень круто ребят, смотрится. Спасибо всем заранее Очень за поздравления. круто Я смотрится. до сих пор не могу в голове у себя уложить тот факт, Просто что в этой шикарный тачке аппарат, блядь. 1200 лошадиных сил. Это реально самая быстрая, черт возьми, машина из всех, которые у меня когда-либо были. Будем кататься, будем прикатываться, будем Шикарно. тестить, будем замерять. Все это, конечно же, будет. Поэтому прямо сейчас, друзья, настоятельно просто рекомендую проверить подписочку на канал, колокольчик, Я чтобы подписан, вдруг подписан. что там сейчас, я думаю, следом много-много видосов различных будет. Давайте немножечко затронем тему, что если бы не ГТР. По сути, мне реально повезло. Потому что я даже не мониторил, представляю, как что. псих просто доски объявлений. В какой-то определенный момент я натыкаюсь на этот аппарат, который своим конфигом меня немножечко поразил. Многим интересен конфиг. Прямо сейчас видосик ставите на паузу и вот просто изучайте. Ну реально, что Керамика. Ну, мне мало что это даст. Тор полностью усиленно собран на кованый поршневой. Короче, это дорого. Кто шарит, посмотрите. прожевывать? 1200 сил на максимальной карте, если залью спорттоплива, эта тачка должна эту мощность показать. Мы, конечно, это все будем проверять. Оригинал мы все оптика, это будем они, тестировать короче, в по дальнейших визуалу тоже видосах. И бахнули. все, что я хотел бы прокомментировать, единственный, наверное, минус, если можно таковым его назвать, это то, что машина строилась давненько. То есть, если бы вдруг я психанул, купил бы ГТР, и сейчас решил вложить кучу миллионов, потратить кучу времени, я бы получил конфиг интереснее, потому что, конечно, за это время появились решения еще более интересные, более продвинутые. Интересно, а в плане вот этой темы, в плане тюнинга, да, вот тачек, вот всего остального, насколько быстро
там идут шаги. То есть вот то, что сейчас Булыч говорит, да, допустим, каждый год что-то новое или там каждые полгода. Как вообще там это происходит? Вот мне, допустим, очень интересно, вот как там идут шаги. То есть, ну, следующий, допустим, шаг, там что-то новое выходит. Или это вообще рандомно, и, типа не угадать. Интересно. Но, друзья, и так, как говорится, очень даже неплохо. Вот, если бы я не наткнулся на это замечательное объявление, с этим замечательным автомобилем, с этим замечательным описанием, то, наверное, я бы психанул и, конечно же, склонился бы к другим вариантам и просто пригнал бы тачку из Европы. Естественно, воспользовавшись услугами компании Grand Auto, которые мне уже пригнали далеко не один автомобиль. Ешка, которая до сих пор у меня пока что, которая ездит, все отлично. Ешка, вагон универсал, одна из первых привезенных Ешек в Россию. X5, который я продал в плюс. Ешка, который я продал в плюс, тоже, ребята... Ой, Ешка, фу, бля, ГЛЕшка, ГЛЕ, который тоже, ребята, пригнали. Аппарат, кстати. Машина продана, в плюс большой, тоже выгодно. Поэтому, если вы хотите пригнать что-то для себя, сейчас сезон, что-то быстрое от 3 миллионов рублей, либо же на продажу дальнейшую, это тоже выгодно, даже... Многие просто думают, что курс вырос, это невыгодно. Выгодно все. Все выгодно, ребята все вам подберут, помогут. В их профессионализме я лично не сомневаюсь, потому что уже, опять же, у меня есть личный опыт и могу вам смело рекомендовать. Я вот не понимаю, чем тачка цепляет. Вроде бы ничего особенного. Вроде бы, ну, обычная, ну да, такая гоночка, но, блядь, что-то в ней есть, я не пойму, что. Вот по внешнему виду я говорю. Короче, сейчас назвонился с владельцем. Турбина работает жесть. На свадьбе или где-то позвонил, он мне дал телефон настройщика, говорит, ну там, если что-то, ну позвони. Вот, а как бы машина-то 100% нормальная. Я звоню человеку, который сервис в Питере будет обслуживать, я обслуживал эту машину, я говорю, так и так. Он говорит, слушай, ну это самое, там 3 градуса на улице, у тебя то 3,8, блин, надо было снимать это. Он говорит, ну как бы ты сейчас, если как бы хочешь жить, то как бы, ну, поставь бустов на 900 сил, тебе сейчас хватит. А машина захлебывается, потому что она реально не цепляется на такой резине в такую погоду. Я, кажется, помню, как сделать бустов. По-моему, это, то есть, что вы понимали, я тут как бы это самое, по-моему, все-таки наколдовал карту-то. Вот, короче, смотри, вот это вот, минимальный надув. Чем больше ты выставляешь, то есть вот это вот... Тоже 2 плюс. Да, плюс мы можем еще вот так вот зажать. И смотри, видишь, 98-й бензин и, соответственно, дальше. То есть у нас как бы выставляем 98-й, выставляем тогда, получается, карту минимальную. Вот, по идее, вот так вот, это самый щадящий режим на 900 сил. Чтобы хотя бы как-то ехать, сейчас посмотрим. Либо можем стабу выключить. Блять, давайте сейчас. Она по-другому сразу заработала. Ну, она вот сейчас уже цепляется. Так, ну-ка, подожди на третий. Ой, блядь, Сань. Вот сейчас, да, она реально не цеплялась просто. Она просто не цеплялась. Это вообще какой-то мега бешеный аппарат. Это 900 сил. Причем как-то не особо прям чувствуется. Или как? Ну не, ну Не особо. Может, чуть-чуть сложно. надуем? Чуть-чуть, давай еще бахнем. Чуть-чуть, сейчас, подожди. Вот так. Ой, ну, Это самое оно. Так, стык. Смотри, вот, чтобы я понимал, смотри. Опа, отпустил. Нажал. Так, третье. Бля, если ты не успеешь отпустить. Отпустил. Стык. Это пизда. Я не могу по ощущениям сказать. Скажу одно. Эта машина на прогретом асфальте 100-200 едет из 4 секунд. Должна ехать. Да, все не цепляется. Видишь? Чувствуешь? Она пытается душить. То есть у нее не отмаргивает здесь ничего на приборке, потому что она вот так вот, она Я даже пытается... не знаю, как это комментировать. Я просто сижу, слушаю моторы и как бы и все. Смотришь, чтобы я не разложился нахуй, потому что асфальт холодный, резину как-то там чуть-чуть мы, конечно, может быть, подпрогрели, но плюс 3 градуса, это не рабочая температура для этой резины. Эта резина очень чувствительна к двум вещам, к холоду и к воде. Мы все Логично. помним историю с Саней Калашниковым на Супре, поэтому в дождь я ездить, конечно, не буду, я на своем ГТРе тоже не ездил, я знаю, что такое Toyo 3.8. Пошла. Ебать! Уши закладывает нахуй просто! блядь. Что это? Это пиздец, Сань, это пиздец. Вот согласись, я не знаю, у нас будет в любом случае заезд Теслы, и естественно,
Даже если, представим, что я проиграю, похуй. Вот этих ощущений в Тесле нет. Там просто Ну, ты не нажал знаю. и поехал. Там другое. Тачка для Тесла я бы... А эта машина посмотрел. вот, она стоит на дороге, посмотри, блядь. Просто по ебанутому. Это сейчас, опять же, я не могу еще большего позволить, потому что холодно. Рулится. Блядь, машина охуенная. ГТР, Говорит, только так не делай больше. Все, даже мной он был недооценен. Это просто пиздец. Просто пиздец. Подожди, просто сними меня. Бешеная Просто тачка, сними. просто бешеная, Просто меня блядь. сними. Просто, блядь. Но это И кайф. вот в этот Это у момент, каждого друзья, свой я кайф. действительно осознал всю серьезность этой тачки, насколько же она опасна и быстрая, и решил порассуждать на действительно важную тему. Не, блядь, ну, на самом деле, шутки шутками, но прикинь, вот мы говорим часто про всякие там М5, ну, М4, до которых молодые Какие, добираются. ёпта? Ну, как бы, да, та машина, безусловно, в ДСЦО опасна. А представь, молодой чел добирается до такого, блядь. Ну, такой нельзя. Но он ездить. разложится. Я считаю, что нужен закон какой-то. Ну, я на полном серьезе. Я На самом считаю, деле, что люди не должны с малым опытом ездить на таких автомобилях. Это капсула смерти, блядь. Бля, ну это знаете как из формата того, что как бы мы ни хотели, я не думаю, что это когда-то получится ограничить законами по одной причине, потому что, ну, если человек дебил, блядь, то он и пешком разобьется, как говорится. Ограничить как-то, может быть, наверное, да, может быть, где-то кому-то может спасти жизнь. Наверное, да. Но сам как мотоциклист я скажу, что ты сколько ни говори, что ты там не делай, ты все равно люди, кто хочет, они все равно получат то, что они хотят. Поэтому тема-то хорошая, но как вот прям полностью ограничить, наверное, это никак не получится, да. Ну, как и с мотиками, я говорю, один в один ситуация. Это капсула смерти. Я тебе просто в полном серьезе. Ты что, подрагиваешь немножко? Есть такой, знаете. Жесткий аппарат, очень жесткий. Температуру смотрим. Это мы сейчас немножко... Просто смотри. 90, 90, 90. Завод. Это мы сейчас, мы сейчас прокатились. А прикол в том, что если бы сейчас здесь не стояло охлаждение коробки за 300 тысяч рублей, ну ты понимаешь, да, мы сейчас мелочи Это всё, это сразу- турбаки где-то лям, значит, что мы еще, ковка где-то, 1600. Ну, то есть можно уже накидать там сумму, которая вот просто ГТР стоит новый. Значит, если мы сейчас не имели охлаждения, у нас бы трансмиссия, была бы, наверное, где-то 110-115. И надо было просто менять масло. 110 Это железобетона перво-наперво, было у бы. них есть проблемы с температурой масла, и нужно ставить обязательно охлаждение. Даже на моем 700-сильном ГТРе стояло охлаждение. Поэтому это прям, с этим шутить не надо. Да, она реально раздувается рано, это охуенно. Я больше всего переживал, что мало ли... Так, мокренько. Аккуратненько. Мало ли... То есть я там видел видео, как проезжает эта машина. Эта машина рекордно проехала квотер, значит, на 100-м топливе в пустофе. Вот на таком конфиге машина рекордно ланчанула разок и проехала 9,4. А вообще потенциал на 102-м бензине, вообще, в принципе, на спорттопливе в самом боевом режиме она должна ехать 8,7 квотер. Все, нахуй, заканчиваю съемку, блядь. Давай, нахуй, домой. Давай, домой. Потеплеет, мы продолжим. Короче, мы решили прокатить еще Кирюху. Поздоровайся. Всем привет. А там причем душит, то есть вот ты чувствуешь, она вот так делает, вот она душит. Вот она душит. Ну как? Он даже не снимает. Найс снимает. Нахуй до этого не может. Да не, это реально стрёмно, это очень страшно. Это 900 и 1200. Карбонокерамика. Очень опасная машина.
Что-то, говорит, ел, сейчас посмотрим, блядь. Бля, охеренный аппарат. Охеренный. Но очень опасный. Тут одна ошибка, и ты ошибся. Очень круто Вот, друзья, смотрится. вы сейчас смотрите. Наверняка, я надеюсь, разделяете вместе со мной радость. Блин, новая тачка. Купил бы ты себе Геттер не первой и не второй машиной. Да, третий бы себе купил Геттер. 100%. Прям железобетонно. Даже не раздумывая бы. Вообще, вот поставлена задача была в краткие сроки. В краткие сроки реализовать что-то нереальное. Купить самую быструю машину, и вот она стоит. Да, все так. Но, как вы поняли, когда я забирал тачку, еще было холодновато. Еще как-то вот, еще не по-летнему было. И, как вы помните, у нас несколько раз за видос были небольшие нюансы с зацепом, потому что машина не могла ехать. Так она не Напомню, поедет, что конечно. я ее 3 специально градуса. не замерял. Я хочу это сделать в гонке с Tesla Play. Я хочу это сделать для того, чтобы поставить два этих монстра и уже на деле увидеть разницу. Потому что если я узнаю цифры, я пойму результат. Я знаю, сколько едет Tesla Play, но я не знаю, сколько едет GTR. По ощущениям, это пиздец. А сколько плейт идет 0-100? 2-1, наверное. 2-1, 2-2. Ну не 2-5. Я думаю, что какой-нибудь 2-2, наверное. Может быть 2,3 секунды до сотни. Да какие 4,3? Ты совсем дурной, что ли? Там 1000 лошадиных сил. Окстись. Там она должна 2 с чем-то секунды ехать. Как быстро. Вдавливают, Я сжимает, думаю, что где-то эмоции 2,1. переполняют, всё 2,1, что-то там 2,2. громыхает, бринчит. Вот ощущение реально В комментах такого посмотрю. мини-корча. Ну реально по-корчевски там себя чувствуешь. И это неплохо, это наоборот добавляет эмоций. И тут мы как бы начали подозревать, что вроде асфальт-то уже прогрелся. Жесть. Вроде уже резина-то должна показывать свои, то есть ее там прогреваешь, но я понимаю, что такое тоя. Да, как бы максимальная эффективность это на треке, когда ты ее разогреешь очень сильно, это понятно. Но чтобы ехать даже на такой мощности, она уже должна нормально цепляться. И тут стал вопрос, а не пошло ли что-то у нас не по плану? Друзья, давайте, я не хочу вообще добавлять какой-то негативной нотки в этот видос. Все-таки сегодня у нас презентация моего нового автомобиля. Но поверьте, Очень круто смотрится. буквально в ближайшее время. А если вы накидаете кучу лайков и скажете, Санек, давайте хэштег, жду продолжения, потому что поверьте мне на слово, продолжение вас очень сильно удивит. Если вот вы вот как бы там, хэштег, вот еще раз, вот этот хэштег. 30 тысяч лайков, я хочу посмотреть все видеоролики. Все абсолютно про эту машину. Мне безумно интересно она. Это наикрутейший аппарат, который дарит наикрутейшие эмоции автору канала, и очень хочу посмотреть. У меня теперь жопа горит, как хочется дальше вторую часть глянуть, блядь. 5, 6, 7 дней мы выпускаем. Мы покажем вам, что произошло за это время, и вы будете удивлены. Друзья, сегодня я стал владельцем Nissan GTR на 1200 сил. Все только начинается, поэтому советую прямо сейчас Очень крутой подписаться аппарат. на канал, колокольчик, чтобы уведомления приходили вовремя. Ну, остальное это я все сказал. Друзья, Nissan GTR. Возвращение спустя 6 лет. Я вновь владелец GTR. Только теперь это История игрушка у тачки куда более интересная. серьезнее. Причем попробуй И угадай, нужно да, быть что в этой тачке? максимально аккуратно. Я буду... Чё ты ржёшь? Там волна застыла на голове. Какая волна? Я уже думал, ты так посмотрел, как будто это... Начинается новая история. Но есть ли вероятность, что она быстро закончится? И чтобы просто немножечко Опасно. скрасить ваши ожидания следующего видоса, друзья, после того, как я сейчас попрощаюсь, не выключайте видос. Мы покажем вам небольшие фрагменты того, что вы совсем скоро увидите. Друзья, Я 100% не хочу смотреть Булыч без обид. Я хочу прям полноценно посмотреть ролик. Очень хочу посмотреть, что вообще за тачка и вообще все, что про нее. Блять, это очень крутой аппарат. Еще раз, 200 раз скажу одно и то же, но это очень достойный крутой аппарат, который с радостью посмотрю. Ребята, что для вас Nissan GTR? Меня смотрят разные возраст. Короче, ты понял, разного возраста, ёпта. Напишите, вот, давайте так, взяли бы или нет, при бабках, естественно. И вот по кайфу тачка или говно. И почему? Почитаю комменты.
потому что машина очень интересная, и она, ну, наверное, целое поколение застала. Надо будет посмотреть. Удачи всем, берегите себя. Ты у меня красивый, кстати.